Дело было в начале 50-х годов. Брат моей бабушки, электрик по образованию, вернувшись с войны, был просто на расхват. Людей не хватало, страну отстраивали из руин. Так что, поселившись в одном селе, он фактически работал на 3. Хорошо находились населенные пункты недалеко друг от друга. Ходить в основном приходилось пешком. Торопясь, идя из одного села в другое, он часто срезал дорогу через небольшой лесок, скорее даже посадку. Особенно приятно это было делать весной и летом, когда расцветала зелень и природа просыпалась. Парень, порядком уставший за день, замедлял шаг и с удовольствием вдыхал запахи жимолости. Однажды шел он через этот самый лес. Стояла удивительно хорошая погода, поэтому молодой человек ничуть не удивился, увидев, что на опушке играют дети. Их было немало, мальчики и девочки, в возрастном диапазоне где-то от 5 до 10 лет. Столпившись в кучу, они склонили над чем-то голову. Только одна девочка, отойдя чуть в сторону, аккуратно собирала цветочки. Она первая подняла от земли глаза, внимательно посмотрела на внезапного молодого человека и, не сказав ни слова, продолжила свое дело. В принципе, ничего странного в этом зрелище совершенно не было, и парень хотел уже пройти мимо, но что-то все же заставило его приблизиться к молчаливым ребятишкам поближе. В своем рассказе он позже говорил, что насторожило его именно эта странная, несвойственная для большого скопища детей тишина. Увиденное он не сразу понял, только потом, минут через 5 до него дошло, что дети играют в похороны. На траве перед ними лежала большая пластмассовая кукла в грязном белом платье. По всему телу кукла была убрана цветами. Голову тоже украшал венок из цветов. На глазах лежали 2 древесных листочка. В голове догорала настоящая церковная тоненькая свечка. Рядом совершенно аналогичным подходом был расположен пупсик. Дети молча смотрели на эту картину. Временами почему-то дружно поднимали голову к небу и тщательно в него всматривались. Немного подальше виднелись 2 вырытые ямки. Видимо, могилы. Совершенно обалдевший парень молча наблюдал, как девочка, что собирала цветы в стороне, подошла к пупсику и принялась украшать его. Потом, наконец, обретя дар речи, молодой человек почувствовал, что как взрослый должен вмешаться и как минимум спросить, кто подсказал такую странную игру. «Ребята, вы откуда? И что это вы делаете?» Дети все так же молча уставились на него. В лесу щебетали птицы. Парень внезапно почувствовал, что ему, фронтовику, прошедшему войну, очень страшно. Необъяснимый страх взялся из ниоткуда и грозил овладеть его сознанием. «Вы чё молчите-то, а?» Храбрясь, произнес он. «Вы из той деревни, что ли? Что это за игры такие? Вот я учительница...» Договорить-то не успел. Девочка, собиравшая цветы, посмотрела на небо, а потом внезапно повернулась спиной и проговорила неестественно низким голосом, обращаясь к остальным. «Скорее закапывайте, а то опять начнется». Остальные дети тут же, медленно, абсолютно игнорируя пришедшего, подхватили подстилку с убранной цветами куклы и торжественно поволокли ее к вырытой ямке. Молодой человек, проводив их взглядом, заметил несколько симметричных холмиков, расположенных за этой ямой. На некоторых из них лежали цветы. Уже отдаляясь от опушки, он продолжал недоуменно оглядываться. Страх все еще не отпускал. Добравшись до деревни и подчиняя проводку в продмаге, он решил прояснить ситуацию и невзначай спросил у немолодой продавщицы. «А что это у вас за место на опушке, как выйдешь из посадки? Там какие-то...» Он искренне радовался потом, что его перебили и дали договорить. Кто выходил всю жизнь в сумасшедших. «Ой, вы там ходите, да? Кладбище там, уважаемый», — охотно откликнулась женщина, пережившая всю войну в родном селе. «Детей похоронили. Не местных, не наших. Получается, шел в начале войны эшелон по нашей ветке, а там полон вагон детей. Видимо, пионерлагерь или детдом перевозили. Документов так и не нашлось. Разбомбили его.
Бомбежки тогда круглосуточно были. Нашли их на путях. В основном сплошная каша. Не разберешь, где руки, ноги. Но кого можно было еще вытащить, повытаскивали. Похоронили по-людски. Такой ужас. Что война проклятая наделала. Да, вам ли не знать. Она помолчала и добавила. Вы знаете, никак не забуду. У некоторых в руках игрушки были. Так и хоронили. Пальцы-то не разжать. А до своего кладбища донести страшно было. И так, бабы, которые могилы рыли и тела переносили, все время боялись, что бомбить начнут. Так и орали друг другу все время. Скорей закапывай, а то опять начнется.